Длина этого монстра переваливала за 20 метров. Он проработал на разработках до 91-го, почти 2 десятилетия, оставаясь недостижимым рекордом. И именно этот рубеж следующему поколению конструкторов предстояло не просто повторить, а превзойти. Дизель-электрический привод оказался тем самым решением, которое сдвинуло отрасль с мертвой точки. И громче всех о новой эпохе заявила компания Terex, подразделение тяжелой техники концерна General Motors. В июне 1974-го с конвейера завода в Лондоне, провинция Онтарио, сошел единственный в своем роде монстр – Terex Titan 3319. Впервые публике его показали в Лас-Вегасе на съезде Американского горного конгресса, и зрелище ошеломляло. Titan был спроектирован еще в конце 60-х, а к моменту постройки в 73-м стал самым большим и самым грузоподъемным самосвалом из всех когда-либо созданных человеком. Он поднимал 350 коротких тонн, около 330 тонн полезного груза. Пустым он весил 260 тонн, растягивался в длину на 20 метров и достигал 8 метров в ширину. Сердцем машины стал не автомобильный, а локомотивный двигатель. Под капотом ревел 16-цилиндровый мотор производства Electromotive Division, того же подразделения General Motors, что строило тепловозы. Он развивал около 3300 лошадиных сил и не крутил колеса напрямую. Вместо этого дизель вращал генератор, а тот питал электромоторы в колесах. Схема, знакомая любому локомотиву. Именно этот принцип позволил обойти главное ограничение обычных коробок передач, которые попросту не выдерживали таких масс. Titan так и остался единственным экземпляром, прототипом, который не пошел в серию. До 83-го Minu арендовала его у General Motors и лишь потом выкупила окончательно, а ремонтная служба принялась дорабатывать машину под свои задачи. Но главное он уже сделал. Планка была поднята на недосягаемую высоту. Рекорд грузоподъемности, установленный одиночкой, продержится 25 лет. До самого конца 90-х ни один самосвал в мире не сможет его превзойти. И чтобы это наконец случилось, инженерам пришлось полностью переосмыслить, каким вообще должен быть карьерный гигант. Пока Titan пылился в единственном экземпляре, борьбу за реальный рынок вели совсем другие машины. В 80-е и 90-е стали временем, когда карьерные самосвалы перестали быть диковинными рекордсменами и превратились в рабочих лошадок с грузоподъемностью 150 и даже 170 тонн. Тон задавали 3 производителя – американский Caterpillar, японский Komatsu и снова Terex. В 83-м Caterpillar выпустил модель 785 – надежный стотонник, который стал массовым. Через пару лет за ним последовал 789, поднимавший уже около 190 коротких тонн. Komatsu отвечал своей линейкой Hallpack, унаследованной от поглощенной компании Wabco. Именно эти машины десятилетиями возили руду на рудниках Северной Америки и Австралии. Но настоящий прорыв в грузоподъемности готовился в другом месте. В 91-м Caterpillar представил модель 793. Самосвал, рассчитанный на 220 коротких тонн, около 200 тонн полезного груза. Он оказался настолько удачным, что стал самым продаваемым карьерным гигантом в истории компании. Этих машин построили тысячами, и они до сих пор работают на рудниках по всему миру. Ключом к успеху была не только грузоподъемность, но и переход на механическую трансмиссию нового поколения, способную выдержать колоссальные нагрузки. Тем временем инженеры поняли простую вещь. Чем больше кузов, тем дешевле обходится каждая тонна перевезенной породы. Один водитель, один двигатель, один рейс, но вдвое больше руды. Экономика диктовала гонку за тоннами, и производители наперегонки наращивали размеры. Terex выпустил модель MT-3300. Komatsu готовил свой ответ. А горнодобывающие компании выстраивались в очередь за все более крупными машинами. К концу 90-х стало ясно. Рынок дозрел до возвращения к рекорду Титана. 200 тонн уже никого не удивляли. Добыча угля, меди и железной руды росла по всему миру, и карьеры требовали техники, способной удвоить прежние объемы. Оставалось сделать последний шаг, перешагнув заветную планку в 300 тонн полезного груза, которую четверть века держал единственный прототип из Онтарио. И первым это сделал не американец и не японец. Хотя стоит сразу оговориться, рекорд Титана по грузоподъемности первым официально перекрыл не белорусский завод, а японская Komatsu со своим самосвалом 930E, запущенным в 96-м и поднимавшим около 300 тонн. Но именно в белорусском городе Жодино, где с советских времен работал легендарный БелАЗ, рождались машины, которым предстояло переписать все таблицы рекордов.
Пока Terex возил свой единственный «Титан» по выставкам, БелАЗ методично наращивал грузоподъемность серийных моделей. Белорусский автомобильный завод основали еще в 1958-м, и за десятилетие он стал одним из крупнейших в мире производителей карьерной техники. По некоторым оценкам, на его долю приходилось треть мирового рынка больших самосвалов. Дело в том, что чем больше становился самосвал, тем острее вставала проблема трансмиссии. К началу 2000-х БелАЗ освоил семейство машин грузоподъемностью от 130 до 320 тонн. Флагманом стала модель 75-600, представленная в 2005-м. Самосвал на 320 тонн, крупнейший на тот момент в истории завода. Только теперь эта технология была не экспериментом, а отработанным стандартом. Но и 320 тонн оказались лишь промежуточной ступенью. Инженеры завода понимали, спрос на сверхтяжелую технику растет вместе с ценами на металлы и энергоносители. Разрезы в России и Казахстане на медных рудниках по всему миру требовали машин, которые перевозили бы еще больше за один рейс. Каждая дополнительная тонна в кузове означала меньшую себестоимость добычи, и заказчики были готовы платить за гигантизм. Именно поэтому в Жодино взялись за проект, который должен был не просто побить чужие рекорды, а установить абсолютный мировой максимум – машину, до которой не дотянется никто. Работа над ней шла несколько лет и завершилась созданием самосвала, чье имя вскоре попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Электрооборудование тех лет было громоздким, тяжелым и не самым надежным. Генераторы постоянного тока и их системы управления съедали и вес, и деньги. Речь о легендарном БелАЗ 70507/10, и это уже совсем другая история. 22 сентября 2013-го ворота завода в Жодино открылись, и на площадку выкатили машину, которая мгновенно стала легендой. БелАЗ 75710, самосвал, побивший все мыслимые рекорды. Полная масса машины с грузом при этом перевалила за 810 тонн. Чтобы понять масштаб, стоит взглянуть на конструкцию. В отличие от всех предшественников с одной ведущей осью, этот гигант получил 2 поворотные оси и 8 колес, каждая высотой почти в 4 метра. Такая схема распределила чудовищную нагрузку и позволила машине вписываться в повороты, несмотря на длину больше 20 метров и ширину около 10. Высота самосвала более 8 метров, размером с трехэтажный дом. Но настоящее чудо пряталось внутри. Вместо одного двигателя конструкторы поставили 2 дизеля, каждый по 2300 лошадиных сил. Вместе они выдавали около 4600 лошадиных сил, как у небольшого локомотива. Двигатели вращали генераторы, а те питали 4 тяговых электромотора, по одному на каждую пару колес. Умная система могла отключать один из дизелей при неполной загрузке ради экономии топлива, а расход при полной работе доходил до 1300 литров на 100 километров. 8 шин для этого монстра изготовила французская компания Michelin, каждая диаметром почти 4 метра и стоимостью в десятки тысяч долларов. Гидравлика, тормоза, система охлаждения – все проектировалось с нуля под невиданные нагрузки. Спор двух подходов ходов, механика против электрики, определял отрасль 2 десятилетия. Одна заправка топливного бака вмещала почти 3000 литров солярки. Первый экземпляр отправили на угольный разрез в Кузбассе, в Россию, где он и приступил к работе. Один такой рейс заменял труд сразу нескольких машин прежнего поколения. Мировой рекорд, установленный четверть века назад одиноким Титаном, был не просто побит, он остался далеко позади. Но за впечатляющими цифрами скрывался вопрос, который инженеры задавали все чаще. А есть ли у гигантизма предел? Именно на этой территории белорусский завод и готовил машину, которая должна была переписать все рекорды разом. Ответ на этот вопрос пришел не в виде еще более тяжелой машины, а в смене самого принципа движения. Пока БелАЗ доводил гигантизм до абсолюта, остальная отрасль повернула в другую сторону, к электричеству и нулевым выбросам. Причина проста. Карьерные самосвалы сжигают чудовищное количество солярки, и на крупных рудниках именно они дают основную долю выбросов углекислого газа. Поворотным моментом стал май 2019-го, когда в Швейцарии на карьере близ города Биль запустили машину по прозвищу E-Dumper. Швейцарцы
Швейцарцы взяли обычный самосвал Камацу на 110 тонн и превратили его в полностью электрический, установив аккумулятор емкостью около 700 киловатт-часов, один из крупнейших на тот момент в мире среди транспортных средств. Хитрость была в географии: груженный рудой самосвал спускался с горы вниз, и на спуске электромоторы работали как генераторы, заряжая батарею рекуперацией. Вниз с полным кузовом, вверх порожняком, и машине не требовалась зарядка от сети вообще. За смену она вырабатывала больше энергии, чем тратила. Следом за экспериментом потянулись гиганты отрасли. Caterpillar, Komatsu и Liebherr объявили о разработке аккумуляторных и водородных самосвалов. В мае 2022 Caterpillar впервые прогнал свой 793 по испытательной трассе в Аризоне на полностью электрической тяге с грузом в 200 тонн. Швейцарско-австралийская компания Fortescue занялась переводом своего парка на батареи и водородные топливные элементы, заказав сотни таких машин. Параллельно набирала силу другая идея — автономность. Еще в 2008-м Komatsu вывела на рудники Чили первые беспилотные самосвалы, работающие без водителя в кабине. К 20-м годам такие машины уже возили руду тысячами на карьерах Австралии, круглосуточно, без усталости и человеческих ошибок. Управление шло из диспетчерских центров за сотни километров от карьера. На испытательном полигоне под Жодино в кузов гиганта загрузили балласт и поставили эксперимент на прочность. Если раньше конкурировали за каждую лишнюю тонну в кузове, то теперь борьба шла за литры несожженного топлива и за возможность убрать человека из опасной зоны. Но даже эта революция упиралась в физические ограничения, о которых говорили все громче. Логическим финалом этой борьбы стала машина, у которой вообще не оказалось кабины. В сентябре 2021-го Caterpillar представил концепт самосвала будущего, а следом инженеры пошли еще дальше. Если водителя нет и он никогда не сядет за руль, зачем машине окна, зеркала, сиденья, лестница и место для человека? Так родилась идея бескабинного карьерного робота, грузовика, спроектированного с чистого листа под управление искусственным интеллектом. Первопроходцем здесь стала китайская компания. В 2021-м фирма EasyMile и целый ряд китайских производителей вывели на разрезы машины без кабины вообще. Симметричные спереди и сзади, способные ехать в любую сторону без разворота. У такого самосвала нет ни переда, ни зада в привычном смысле. Он одинаково едет в обоих направлениях, что убирает потерю времени на маневрирование в тесном карьере. К 23-24 годам счет таким роботам на угольных разрезах внутренней Монголии и Синьцзяна пошел на сотни. Компании вроде Вайтус и Tech iDriver развернули целые автономные флоты, где машины общаются между собой, выстраиваются в очередь к экскаватору и сами планируют маршруты. Человек-оператор из диспетчерской следит сразу за десятками единиц техники. Австралия, где беспилотники Komatsu и Caterpillar работали уже 1,5 десятилетия, к середине 20-х довела автономный парк до более чем 1000 машин. По оценкам отраслевых аналитиков, беспилотные самосвалы перевезли к этому моменту суммарно уже миллиарды тонн руды. Статистика показала, главное, на рудниках с автономной техникой резко упало число аварий, потому что исчез человеческий фактор – усталость, невнимательность, ночные смены. И вот в чем ключевой поворот всей полувековой истории. 50 лет гонки за размером уперлись не в новый рекорд тоннажа, а в смену самой философии. Машине больше не нужен человек внутри, и без кабины ее можно проектировать иначе, легче, безопаснее, эффективнее. Гигант, который начинался как приют для одного водителя, превратился в чистый инструмент перевозки породы. Оставался последний вопрос: куда все это движется дальше? Три силы определяют, куда движутся карьерные гиганты сегодня, и рекорд грузоподъемности среди них уже не главный. Первое. Декарбонизация. Крупнейшие горнодобывающие корпорации взяли обязательство обнулить выбросы к середине века, и дизельные самосвалы, сжигающие свыше 1000 литров на сотни километров, стали для них главной мишенью. Именно поэтому Caterpillar, Komatsu, Liebherr и Ford вкладывают миллиарды в аккумуляторные и водородные машины, а не в новые рекорды тоннажа. Вторая сила – автономность, ставшая индустриальным стандартом. То, что 15 лет назад казалось экспериментом на чилийских рудниках, сегодня работает на карьерах Австралии, Китая, Канады и России как обыденность. Беспилотные флоты трудятся круглосуточно, без пересменок и выходных, и производительность одной машины выросла на десятки процентов только за счет того, что она не отдыхает. Третья сила – сама смена облика машины. Электрическая тяга, отсутствие кабины и связь между грузовиками через единую цифровую сеть означают, что карьерный самосвал перестает быть просто увеличенным грузовиком
грузовиком. Он превращается в узел большой автоматизированной системы, где экскаваторы, дробилки и транспорт управляются как единый организм. А что же с гигантизмом? Абсолютный рекорд по-прежнему держит белорусский БелАЗ 75-7010 с его 450 тоннами. И за 10 с лишним лет его так никто и не превзошел. И на то есть причина. Инженеры уперлись в физику. Шины, дороги, мосты, ковши экскаваторов – все это имеет предел прочности, дальше которого наращивать кузов бессмысленно и опасно. Дешевле не строить один сверхтяжелый самосвал, а пустить несколько автономных машин поменьше, которые вместе перевезут больше и надежнее. Так за полвека монстры прошли путь от одинокого дизельного «Титана», поднимавшего 300 тонн, до электрических роботов без водителя. Погоня за размером сменилась погоней за эффективностью, чистотой и безопасностью. Гиганты не исчезли, без них по-прежнему невозможны ни металл, ни энергия, ни стройка. Но теперь их будущее определяет не тонны в кузове, а батареи, алгоритмы и умение работать без человека за рулем.